Друзья, всем привет! Наконец-таки я решился на покупку балансировочного станка, который мне нужен, чтобы балансировать свои самодельные турбины. На этот раз я решился делать уже турбины, скажем так, настоящие, профессионально заниматься этим делом, если получится, конечно, и делать вот такие гигантские турбины такого размера и даже больше. Для сравнения, вот моя самодельная. Она хоть и гигантская, но 5 килограмм тяги выдает, а это выдает 40 килограмм тяги. Ну, а это выдает 18. В общем, все эти турбины можно будет отбалансировать на вот этом вот, ребята, балансировочном станке, который сейчас лежит в разобранном состоянии. Все это для того, чтобы вам максимально качественно и хорошо показать его и рассказать, как он устроен и как работает. Сразу скажу, что разработал эту станину мой друг Андрей из Германии. Ссылочку дам в описании, ребята, на него, к этому видео. Там же вы можете посмотреть, опять же, про подобный станок. Это уже усовершенствованная версия. Вот, посмотрим, как она будет работать. Ну, а изготавливал Антон Югов у нас в России из Челябинска. Ссылочки тоже дам в описании. Это устройство не может работать без электроники. Комплект покупался в Санкт-Петербурге. Вот паспорт на устройство. ООО «Кинематика». Прибор называется Балком 2. С помощью этого прибора можно балансировать валы в собственных опорах. Можно даже прям к двигателю электроприкреплять и попытаться сбалансировать. Ну, в общем, очень часто так и делают. Балансировка будет осуществляться в двух плоскостях. Именно ради этого все и задумывалось, друзья. Ну а сейчас давайте соберем эту роскошную станину, которую нам Антон отфрезеровал. И посмотрим, как оно выглядит. Есть два таких вот основания, две подковы, которые намертво прикручиваются к станине. Есть удобные пазы. И все сделано очень плотненько, ребята. Столь большая станина и огромные стойки позволят мне балансировать больших размеров турбины. То есть, если опоры находятся на большом расстоянии друг от друга, то есть можно турбостартеры балансировать, вспомогательные силовые установки, ну то есть довольно-таки больших размеров. Вещь универсальная, массивная и довольно-таки грузоподъемная. Но сейчас мы попробуем на маленькой турбинке. Это для него будет самая сложная задача. Чем меньше, тем больше обороты. Тем выше допуски, тем сложнее балансировка. Т-пазы, конечно, удобная, сверхудобная штука. Станок зарезонансного типа, поэтому у него качающиеся опоры. Качаются в одном направлении всего лишь. То есть из 6 степеней свободы у него 1 степень свободы. Мне этот момент непонятен, если честно. Но вот так их делают, так это как-то должно работать. Ставим первый подвес. И вот получается его единственная степень свободы. Ни вот так, никак он не может по-другому шевелиться, кроме как вот так. Да, только я что-то перепутал, надо было его наоборот, я хочу датчики здесь ставить. Потому что датчики цепляются на магнитное основание, и здесь есть удобная площадка для этого. Все, ставлю вторую опору, друзья, и займемся электроникой. Все, станок собран, и сразу могу сказать, что меня смущает здесь больше всего. То есть я не могу понять, как это должно работать, ведь нет дополнительной степени свободы. Если мы, к примеру, устанавливаем вот сюда движок, вот он здесь стоит хорошенечко, и при работе он будет создавать некие вибрации. Но вот эти плиты, они не могут наклоняться, а движок он как бы будет стараться, мало того, что шатнуть их, еще и как бы поднаклонить. Вот этот момент мне непонятен, друзья. Но это ладно, может быть, я чего-то не понимаю. Давайте установим электронику. Здесь у нас есть данные о калибровке датчиков. Печать, протокол, подпись. Также есть флешка с ПО. Вот. Ну и комплектация. Есть основной модуль Балком 2, номер 113. То есть, как я понимаю, именно столько их выпущено было до меня.
Этот модуль подключается к компьютеру, ребята, посредством USB разъема. Также здесь есть два чувствительных датчика. Они пронумерованы, так как они откалиброваны по раздельности. И они как раз таки на то самое магнитное основание прицепляются. Вот номер 2. Ну и соответствующее место под номер 1. Здесь есть еще одно гнездо X3. Сюда подключается угловой отметчик, ну то есть лазер, который определяет угол и обороты. Он и тахометр, и углы отмечает. Мы до него еще дойдем, ну а пока примагнитим датчики на свое место. Это у нас будет первый, ну а здесь второй. Есть. Это уже я сам пометил, чтобы не ошибаться. Ну, а вот тахометр и датчик фазового угла. Выглядит вот так. Сделано на базе китайского тахометра. Посмотрим, как будет работать, ребята. Сами эти китайские тахометры очень нестабильные. У меня был такой, и он показывал погоду на Луне, а не обороты. Ну, то есть там надо было очень долго колдовать, чтобы он нормально показывал. Закреплять будем на стойку его, потому что он будет шевелиться. Есть в комплекте магнитная стоечка. Также еще в комплекте были весы. Я вам их не показываю, я уже тут все раскомпоновал. То есть это, так сказать, не комплект поставки. Я уже тут поработал над этим, выкинул лишние коробки. Но вот все, что касается заводской комплектации, уже установлено. Теперь нужно совершить ряд доработок, друзья. Потому что мне также надо балансировать и маленькие роторы, а они вот в это ложе, сами понимаете, ну никак не установятся. Поэтому я из листовой бронзы сделал две детали, которые можно прикручивать и балансировать сколь угодно маленькие роторы. Ну опять же, в собственных опорах. Далее ротор нужно чем-то раскручивать. Сделал вот такой девайс. То есть здесь у нас редуктор с подключением шланга от компрессора, стоечку сделал, точнее удлинитель для магнитной стойки и сопло, которым можно с помощью воздуха, вылетаемого из него, раскручивать крыльчатку турбины. Это первый вариант раскрутки. Есть еще второй вариант с помощью пылесоса. Пришлось купить пылесос целый. Вот. Правда, он оказался очень мощным на втягивание. Но по расходу воздуха не такой уж он и мощный. Но крыльчатки раскручивает, я уже пробовал. Сделал адаптер пока на скорую руку из пенистой резины. И мы уже можем попробовать. Естественно, уже установил ПО. Кстати, ПО хорошо установилось. И уже можно пробовать. Уже сейчас буду вам показывать, как это работает. Втыкаем USB-шку в мой любимый ноутбук титановый. И устанавливаем стоечку. Стойкой очень удобно подгонять сопла в нужное место. То есть в самое удобное место можно все настроить, зафиксировать. Вот. И краником мы подаем воздух. А редуктором можем изменять давление. Соответственно, изменяется расход и скорость воздуха. Пришлось также модернизировать свой компрессор. Он имеет ресивер 100 литров. Я давно мечтал увеличить этот объем. Ну, пока на скоряк сделал. Спустил вниз шланг и подпитал огромный ресивер на 200 литров. Теперь суммарно мой компрессор имеет рабочий объем 300 литров. Такой запас воздуха нужен, чтобы компрессор реже включался, реже тарахтел. Потому что, в общем-то, он, когда тарахтит, тоже создает дополнительные вибрации, которые, возможно, будут мешать работе станка. Так. Делают ноутбуки, которые одной рукой не открыть. Запускаем программку. Здесь есть инструкция, которую я проштудировал дважды. Один раз просто так, второй раз вынужденно, потому что, друзья, сейчас начнется просто какая-то феерическая жесть, трэш, содомия, я не знаю, как это назвать, гадание на кофейной гуще, шаманство. Потому что балансировка это нифига себе непростое занятие. Занятие с множеством неизвестных. Ничего у меня поначалу не получалось. Поэтому я потратил, ну не знаю сколько, часов 80, наверное, уже рабочего времени. Пару суток я не спал. Хотелось снять
для вас видео. Поэтому, чтобы успеть к субботе, я так много времени провел в гараже и даже пару ночей не спал. Вот оно, окно балансировки. Естественно, я сразу захотел что-нибудь отбалансировать, попробовать, даже без инструкции. Нажал вот эту кнопку, открылось окно и уже, смотрите, пошла балансировка. Это неправильно. Надо сначала было раскрутить ротор и все настроить. Поэтому сейчас оно все здесь зависнет у меня. Не зависло, но бывает зависает. В общем, рассказываю на пальцах, что нужно делать. Надо сначала сделать первичную балансировку. Для этого нужно ввести все параметры. Массу ротора, массу пробного груза на одну плоскость, на одну часть вала. Массу пробного груза на вторую, то есть на обратную часть ротора балансируемого. Частоту вращения вводить, и нужно соблюдать ее до 10% по программе. Как я понял, у меня данные изменяются даже если 1-2%. Честно говоря, я так до сих пор и не понял, почему это все так сильно изменяется. Вот, ввели мы данные, и потом мы можем начинать уже балансировать первично. Но перед этим надо настроить датчики. Датчики я тоже здесь настраивал. Вот. Это введено с завода коэффициенты. Эти смещение нуля. Я не знаю, что это такое. Ну, единицу измерения понятно. Усреднение. Сколько раз программа усредняет. То есть, чтобы повысить стабильность результатов, я поставил максимально 256 измерений программа делает. И выдает одно среднее значение. Но у меня, ребята, все равно по угловой шкале дисбаланс прыгает то туда, то туда, то сюда. Короче, опять же, я пока не разобрался, что с этим делать. Ну, частоту максимальную поставил. Это диаметр шкива относится к другому, когда мы моторчиком раскручиваем. Короче, давайте покажу вам на примере от А до Я, как я это делал. А вы мне скажете, что я делаю неправильно. Вот, смотрите, видите, я уже пытался здесь балансировать очень много сотен раз. И здесь наклеивать пытался грузики. Но эта турбина пока еще не сбалансирована. Это наш Хаммер любимый, который перестал работать. Я его восстановил, поменял подшипники. Антон мне прислал пару подшипников, Антон Югов. Вот так они выглядят. Он делает подшипники для турбин, ребята, представляете? Так что если кому вдруг надо, можете обратиться. Я вот поменял, вроде бы как моторчик теперь шелестит приятно. Итак, поехали поэтапно. Датчики стоят вот так. Турбину установил вот так. Зафиксировал. Можно не фиксировать, но от этого мало что меняется. Я пробовал. Датчики пробовал ставить вот так. Если кто-то будет советовать по-другому, так чувствительность датчика в несколько раз меньше. Раз в 6. Но показывает по углам примерно то же самое. Включаем наш тахометр. Наносим контрастную метку. У меня есть специальный карандаш. Обновлю, чтобы лучше было. Нацеливаю лазер и смотрю, что все работает. Крутим, проверяем. Все работает. Прекрасно. Первичная балансировка. Ввел все данные. Допуск на дисбаланс у меня получился 0,075 грамм на миллиметр. Это все по расчету. Все правильно. Для 100 тысяч оборотов в минуту рассчитал. Продолжить, ребята. Сейчас нужно сделать пуск без грузов. Подключать буду через пылесос. Он более равномерно держит обороты. И вот как это выглядит. Нажимаю пылесос. Ставлю вот так. Турбина крутится. Показываются обороты 6000. Довольно стабильно. И включаю измерить. Измеряем. Нажимаем принять. Пошел рабочий замер. Замерили. Видите, сам автоматически отключается пылесос и отходит штуцер подачи воздуха. Точнее, отбора воздуха. Далее, наша цель дважды повторить ту же самую операцию вот в этом окне. Только надо сначала поставить грузик, который я там вводил, 0,2 грамма.
измерить на одной крыльчатке, потом снять грузик, перекинуть ее на другую крыльчатку, там измерить. Ну а потом будет проверочное измерение. Здесь что важно, когда я ставлю грузик, оттуда будет начинаться угловой отсчет. То есть, чтобы мы добавляли дисбаланс, ну то есть убирали дисбаланс, добавляли грузик или высверливали, мы должны эту точку отсчета дать. Как я понял, именно установкой грузов это и добивается. Итак, вот он кусочек пластилина, леплю на крыльчатку и помечаю, что это начало координат. Раньше я все время лепил относительно вот этого начала, но сейчас решил сделать в произвольном порядке. Посмотрим, что будет. Потому что балансировка у меня пока что не получается еще. Делаю замер. Что характерно, виброскорость ухудшилась на второй плоскости, а я налепил на первую. А на второй гораздо хуже виброскорость. Вот этот момент мне непонятен вообще никак. Делаю рабочий замер. Вот смотрите, делал дисбаланс на первом датчике. А у нас, получается, показывает, что во второй плоскости изменился дисбаланс гораздо сильнее, чем в первой. Что очень странно. Ладно, перелепляю грузик на переднюю крыльчатку. На этот раз напротив метки налепил, как обычно. И делаю третье измерение. Мне не нравится, что нет повторяемости показаний. Вот изменение дисбаланса при одних и тех же оборотах пляшет то туда, то туда, то туда. Мне кажется, что при таком просто невозможно отбалансировать ничего. Пошел рабочий замер. Вот смотрите, что получается, друзья. Мы теперь должны снять грузик. Вот этот, потому что мы его оттуда перекинули сюда. Там уже груза нет. А теперь мы должны взять и установить новые груза на вот эти градусы. Здесь 206 градусов на первой опоре, здесь 1 градус, здесь 0,012, здесь 0,088. И тогда мы должны попасть в допуск. Делать нужно по ходу вращения. Это я уже вычислил, пока пересматривал кучу тысяч видосов на эту тему и читал форум на сайте производителя этой электроники. Вот сейчас я установлю груза и покажу вам следующий замер. Вы увидите, что получится. Так, в принципе, неплохо. 0,18, почти в допуске, там в 2 раза больше. А здесь 0,53. Поверьте, это неплохие цифры, которых я сумел достичь. Было в 2, в 3, в 5 раз больше. Но давайте посмотрим, что будет, когда я поставлю груза, указанные на схеме. Буду клеить изоленту. Здесь у меня веса размечены. То есть, если нам надо 0,01, я 1/10 часть от такой полоски должен отрезать. Если 0,88, то почти целую полоску. Вот они, наши груза, нарезанные из изоленты. Довольно-таки точно. Плюс-минус 5%. Тут несовпадение масс, не больше. Максимально точно расположил груза. Здесь был 1 градус, поэтому где-то в районе метки. Не знаю, где она берет отсчет, потому что она же тоже довольно-таки широкая, имеет градусы. То есть в начале, или в конце, или в середине. Я считаю где-то посередине. То есть первоначальную метку. На первой опоре сделал 208 градусов. Там много меток, это непонятно, но делал по такому вот транспортиру, скажем так. Все, поехали. Делаем проверочный замер. Буду включать на секунду, когда будет изменяться положение градусов дисбаланса. И вы посмотрите разброс. Вот что нам показало. Слушайте, неужели что-то получается? Что-то я не могу понять. Да ну нафиг. Просто не верю своим глазам. Ну давайте наклею еще вот сюда грузик. Еще такой же получается. Только уже в других градусах. И посмотрим, что будет.
Поигрался еще с грузом, переместил его в другое место, не на 1 градус, а получается по мануалу нужно по ходу движения, по ходу вращения. Поэтому получается я его на 290 градусов переместил примерно. Вместо 1 градуса. Вот и как работать так, я не знаю. Может, я что-то не понимаю. Может быть, стенд дает какие-то корректировки. Может, где-то надо корректировать эти углы. Где-то что-то изменять, калибровать. Но больше всего меня смущает, что эти самые градусы, они в процессе калибровки, даже одно и то же калибруя, изменяются. Как-то, может, я не так собрал, может, как-то более хорошо выставил. Иногда бывает, что на 180 градусов разворачивается, без установки всяких там каких-либо грузов, просто так, само по себе. Как с этим бороться, я не знаю. Ребята, подскажите, пожалуйста, как пользоваться такими станками. Кто работал с этой системой, именно Балком 20. Как калибровать датчики, как мне откалибровать показания градусов, чтобы точно показывали. Потому что я нифига не понимаю, у меня ничего не получается. Вот это лучший результат, который мне удалось добиться за 80 часов. Да, я пробовал и другие вещи балансировать. Я пробовал однороторную балансировку, то есть в одной плоскости. Там у меня еще что-то более-менее получилось. И там я выявил, что первая опора где-то на, примерно на 40 градусов. Больше, чем надо, доворачивает. Но опять же, это смотря с какой стороны посмотреть. Потому что эти углы нестабильные. Так что сейчас я еще трижды запущу, и мы сравним эти цифры. В предыдущем было 24 градуса, здесь 345. Мне кажется, это очень большое отличие. И чему верить, чему доверять, я не понимаю. Хотя я установил 256 циклов усреднения. Должно просто четко, как по рельсам быть. А оно, видите как, друзья. Я очень сильно надеюсь на вас. Ох, ребята, совершил около 20 пусков еще, и мне удалось откалиброваться до приемлемых величин. Что я могу сказать? По углам вот эта крыльчатка вроде бы как соответствует, но на этой почему-то все же дикое какое-то отставание, запоздание. Поэтому я сделал такую табличку отставания на 70 градусов. Но мне кажется, ребята, мне очень сильно кажется, что у другой турбины будет другое отставание. Если я, например, поставлю вот эту. Или поставлю вот эту гигантскую. Я, кстати, не знаю, как ее и чем ее раскручивать. Слишком уж она гигантская, можно попробовать воздухом раскрутить. В общем, какие-то такие дела. Станок-то работает, на нем можно делать, но либо это дикий сатанизм и дикое шаманство, в чем мне не хотелось бы участвовать. Вот смотрите, вся крыльчатка залеплена. То есть изначально туда надо было цеплять, потом наоборот. Кто в теме, расскажите мне, это все нормально, так и должно быть? Или это должен делать все станок и как-то более точно все показывать изначально? Или так вот оно и работает, чтобы до таких величин откалибровать? Это на самом деле довольно-таки малые величины. Плюс я здесь все правильно ввел, потому что когда вводишь тяжелый ротор, то гораздо легче на легком роторе получить такие величины. В общем, надо все правильно вводить, ребята, все данные, чтобы калиброваться. Так что я одновременно и рад, и, так сказать, немножко в замешательстве, потому что если я буду по 50 часов одну турбину калибровать, уж очень дорого будет стоить эта операция. Если я каждый раз буду вычислять, где этот правильный угол, ребят, не знаю. А так можете меня поздравить, это моя первая откалиброванная турбина. Как сказать откалиброванная? Надо убирать вот эти груза, друзья, как-то вычислять положение и высверливать отверстия. То есть теперь мне надо выбирать металл вместо этих грузиков. Но по грузикам раз получилось, значит и в металле получится. И также у меня еще есть одна откалиброванная задняя часть турбины самодельной. То есть именно сам диск турбины, а не весь ротор.
Так что все очень круто, классно. Ссылочки я оставлю в описании на ребят, на разработчиков, на изготовителя. Напоминаю, изготавливал Антон Югов в Челябинске, а разработал изначально все, ну правда потом Антон еще дорабатывал, но разработал Андрей, мой друг из Германии. Также ссылочку на его канал дам в описании, он нам тоже балансирует. На своем станке можете посмотреть, как он у него отличается и с какими доработками пришел ко мне мой станочек. Мумумушный. Ну, станок будет жить, может быть, сменю электронику. Ребята, очень сильно на вас надеюсь, очень сильно, как никогда раньше. Если вы мне посоветуете, как более правильно пользоваться станком, никакой литературы я не смог найти, ничего, какие-то урывки, настолько какая-то забытая технология, что мне даже сказать нечего. Очень на вас надеюсь, ну а с видео все, всем пока, до новых встреч, друзья. Жду вас в комментах.